Тамара давно уже не ухаживает за собой и не особо любит общаться с людьми. Все потому, что у нее никого нет. Небольшая квартира, которая досталась ей от мамы, все, что у нее есть. К работе она относится очень ответственно, поэтому начальница подошла к ней и утвердила: «Тамара, ты в целом хорошо трудишься, поэтому мы тебя переводим на должность старшего бухгалтера». Слева от Тамары сидела Юлия Семеновна и рассказывала про себя. «Я тихонько жду заслуженного отдыха. У меня муж, 2 сыновей и даже уже 2 маленьких внучат. Постоянно думаю о домашних делах, об ужине, который надо готовить, и о гастрите, который разыгрался у моего престарелого супруга». Позади Тамары сидела эффектная Светлана. «Ой, я молодая и очень амбициозная. У меня молодой человек на красивой машине, который каждый день приезжает за мной с цветами». Но что-то подсказывало Тамаре, что не все так гладко в жизни у этой холеной женщины. Наверное, холодные, тоскующие глаза невольно говорили о желании тепла и семейного счастья. А Тамара, честно говоря, в семейное счастье и любовь не верила. Это у нее осталось от матери, Надежды Борисовны. Отец Тамары оставил ее мать, когда Томочке не было и 3 лет. И с тех пор они никогда больше о нем не слышали и денег, конечно, никаких не получали. Мать Тамары, рано родив дочь, не получила никакого образования и работала лаборанткой, мыла подъезды, а порой помогала по хозяйству более обеспеченным соседкам. Она очень старалась хорошо одевать и хоть немного побаловать свою дочь. Любила повторять, что девочку необходимо баловать хотя бы в детстве, ведь неизвестно, какая доля им выпадет. Женщине ведь всегда труднее жить, чем мужчине. Еще совсем юной Томочке мама говорила, что не стоит верить мужчинам. Они от женщины хотят только одного, а получат и сразу в кусты. Дети же им вообще не нужны. Дети нужны только матерям, а для мужиков они обуза. В любовь Надежда Борисовна не верила, над романтическими фильмами смеялась, говорила, что их снимают, чтобы серая изнанка жизни не была столь унылой. А когда за Томой стали заходить мальчишки, приглашать в кино и на танцы, то запретила дочери с ними общаться. Она строго ей говорила: «Пойдешь на танцы, натанцуешься, а там и в подоле принесешь. А он, женится ли, нет ли, а ты останешься с ребенком, и все, жизнь испорчена». Но мама, пыталась ей возражать дочь, не все же такие. Вова очень хороший парень, он такой вежливый, внимательный, никогда не скажет плохого слова. «Ой, дочка, ты о жизни вообще не знаешь. Твой папаша тоже был вежливым и внимательным, и, между прочим, тоже мне плохих слов вообще не говорил, а потом раз — и исчез. И ни денег от него, ни помощи. Живи как знаешь. Он же знает, что у него есть дочь. Да у него, возможно, еще и десяток дочерей есть. Так-то. Ты еще молодая, и у тебя в голове этот романтический туман. А любви никакой нет. Есть инстинкт, и все». Постепенно Тома прониклась идеями Надежды Борисовны, поверила, что никакой любви нет, да и парней у нее никогда много не было. У девушки была совершенно обыкновенная внешность. Она была высокая, бледная, темноволосая. Глаза ее смотрели серьезно и требовательно и не располагали к легкомысленному флирту. 5 лет назад мамы Томочки не стало от рака. Она долго мучилась перед уходом, девушке приходилось за ней ухаживать, наблюдать ее мучения. Это было самое страшное время в ее жизни. Теперь же матери не было, и Тома осталась совершенно одна. Она уже не мечтала создать семью. Какая семья? Любви же нет. А порядочные мужики все живут со своими женами и воспитывают своих детей.
Рассказы ее коллег о семейной жизни, их порой резкие высказывания в адрес своих сожителей, жалобы на безденежье, непонимание и эгоизм мужчин также не прибавляли Тамаре желания непременно создать семью. Однажды, серым скучным вечером, молодая женщина неторопливо возвращалась домой с работы. Дома ее никто не ждал. Впереди был скучный, одинокий вечер, и Тамара шла, не торопясь, вся погруженная в свои мысли. Она вдруг подумала, что если заболеет и даже ее не станет, то никто и не заметит ее отсутствие в течение нескольких дней. От этих горьких мыслей слезы невольно навернулись у нее на глаза. Но вдруг она услышала тоненький, слабый голосок. «Тетя, я очень хочу кушать. Тетя, помогите мне. Я очень, очень хочу кушать». Тамара резко остановилась и посмотрела по сторонам. У обочины сидела маленькая, лет 4 девочка с грязным личиком и огромными черными глазами. «Это ты хочешь кушать?» – спросила девочку Тамара. «Да, тетя, я сегодня ничего не ела. У меня болит животик. Я хочу кушать». И по щекам девочки потекли огромные слезы. «А где твои родители? Где папа и мама? Почему ты сидишь тут одна?» «Моя мама ангел, она на небе, а папа дома, он спит и не просыпается. Я его будила, он не просыпается, не отвечает. Я кушать хочу, я боюсь». У Тамары невольно сжалось сердце. Этот заброшенный, несчастный ребенок пробудил в ее душе ранее неизведанные чувства. Ей так захотелось помочь девочке, пожалеть, согреть эту малышку, словно она была ее родное и любимое дитя. «Не плачь, маленькая, я помогу тебе. А как тебя зовут?» «Меня зовут Настя, а мама всегда называла меня Настюша». Девочка смотрела на Тамару с надеждой и верой. Еще никто и никогда так не смотрел на эту одинокую женщину. Тамара уверенно взяла девочку за руку и пошла по направлению к кафе, в котором часто завтракала. Там она умыла ее, немного почистила грязную одежду девочки, а потом с жалостью смотрела, с какой жадностью Настя уплетала сырники и с наслаждением запивала их горячим какао. Когда девочка наелась, Тамара спросила ее: «А где ты живешь? Ты знаешь, где ты живешь?» «Да, я знаю свой адрес. Меня мама научила». «Какая ты умница! Все знаешь. Ну, пойдем, посмотрим, где ты живешь, и папу твоего разбудим». Конечно, Тамаре было очень странно и непривычно идти в чужой дом, где спит какой-то посторонний мужчина, даже забывший о своей дочке и не накормивший ее. Но она не могла поступить по-другому. Конечно, она могла отвезти девочку в опеку, но в этом случае Настенька оказалась бы в приюте, а этого Тамара не хотела. Этот ребенок, неожиданно встреченный на улице, занял большое место в ее ранее пустом сердце. Неуверенными шагами девушка, крепко держа за руку девочку, поднималась по тихой лестнице. «Вот тут мы живем». Настя ткнула пальцем в обшарпанную дверь. «Тут мой папа спит и не просыпается». Тамара осторожно приоткрыла незапертую дверь и тихонько спросила: «Есть кто-нибудь? Хозяева, что это у вас дверь не заперта?» Но в ответ была только тишина. Тогда девушка решилась войти. Квартира создавала впечатление нежилой. Везде была пыль, совершенно не пахло жилым домом, вкусной едой и другими запахами, которые ощущаются в помещении, где живут люди. Настя вырвала руку и побежала в комнату. «Папа, папа!» – раздался оттуда ее голос. «Папочка, проснись! Меня накормила эта тетя. Я уже не хочу кушать. Папа, проснись! Смотри, какая хорошая тетя пришла со мной!» Тамара заторопилась за девочкой,
Она боялась, что может увидеть в комнате и что может подумать о ней совершенно незнакомый мужчина, ведь и неизвестно, в каком он состоянии. На кушетке в неубранной комнате лежал молодой мужчина лет 30, небритый, в заношенной рубашке. Хриплое дыхание шумом вырвалось у него из горла. На щеках играл яркий бордово-красный румянец, по высокому лбу тек пот. «Он же болен», — мелькнула мысль у Тамары. «Ему совсем плохо». Она скользнула глазами по комнате. На стене висел семейный портрет. Этот мужчина и молодая симпатичная женщина, смеясь, смотрели в объектив, крепко прижимая к себе маленькую Настю. Рядом портрет женщины, в углу которого была черная лента. Тамара вспомнила, что девочка сказала: «Моя мама ангел, она на небе». Девушка почему-то мысленно обратилась к этой умершей, такой счастливой на снимке женщины. «Видишь, ты ушла, оставила их. Им стало так плохо, в каком жалком состоянии девочка и мужчина». Теперь Тамара была полна решимости помочь этим людям. Поскольку она несколько лет ухаживала за больной матерью, у нее были кое-какие навыки. Она обратилась к девочке. «Настенька, ты не побоишься, если я ненадолго уйду? Твой папа заболел. Я куплю лекарства и кое-какую еду, чтобы его вылечить. Я приду очень быстро, а ты посидишь тихонько рядом с папой и не будешь его будить. Ладно?» «А ты придешь? Ты точно придешь? Ты не бросишь меня, как мама?» «Что ты, девочка?» Сердце Тамары сильно и тревожно сжалось. «Я приду очень быстро, и папа твой сразу поправится. Не бойся, я пойду очень быстро. Ты не успеешь ни соскучиться, ни испугаться». Томочка быстро отправилась в аптеку, купила все необходимое на первый взгляд и затем забежала в небольшой продуктовый магазинчик. Купила курицу, молоко и немного фруктов. Она подумала, что вполне возможно, этот мужчина тоже давно ничего не ел. Когда Тамара осторожно приоткрыла уже знакомую дверь, то она сразу же увидела вопросительные глаза Насти, которая стояла у двери на том самом месте, где ее оставили. Девочка сразу же бросилась к Тамаре и крепко обняла ее. «Ты вернулась!» — со счастливым вздохом проговорила Настя. «Конечно, я вернулась». Тамара поняла, в каком напряжении все это время находилась девочка, одна, с больным отцом, надеясь на помощь и переживая, что помощь не придет. Тут раздался мужской слабый голос. «Пить! Дайте мне, пожалуйста, пить!» Мужчина, лежащий на диване, смотрел прямо на Тамару блестящими от жара глазами и вдруг сказал, словно в бреду: «Ангел, ты вернулась, ты пришла к нам. Я знал, что ты не сможешь нас оставить. Как хорошо, что ты пришла». Тома быстро поднесла ему к запекшимся губам стакан с водой и подала таблетки от температуры. «Примите, пожалуйста, у вас высокая температура». Мужчина схватил ее за запястье, его рука была очень сухая и горячая. «Ангел, как я рад, что ты вернулась. Теперь все будет хорошо». Он послушно выпил таблетки и закрыл глаза. Спустя несколько минут его дыхание стало ровнее. Тамара оглядела комнату. Настя сидела в уголке, терла глаза. «Настенька, ты спать хочешь? Бедная моя девочка, ты так намучилась сегодня. Давай я тебя уложу». «А ты не уйдешь, пока я буду спать?» Слабым голосом спросила малышка. «Нет, я не уйду. Я буду тебя караулить», пообещала ей Тамара. Когда девочка заснула, девушка решила сварить куриный бульон, чтобы напоить им мужчину. Невольно она подумала: как хорошо, что завтра суббота и не нужно идти на работу,
можно ухаживать за моими новыми знакомыми. И при этом сама поразилась этим мыслям. Для вчерашней Тамары эти поступки были бы неприемлемыми. Скоро посуда на кухне была вымыта, бульон сварен. Тамара приготовила кипяченое молоко с маслом и ожидала, когда проснется мужчина. И действительно, достаточно скоро он проснулся, и взгляд его уже был осмысленным. «Кто вы?» – спросил он. «Это вы дали мне воду и лекарство?» Потом он попытался вскочить. «А где Настя?» «Лежите, Настя спит. Лекарство действительно дала вам я. Настю я покормила и вас сейчас накормлю. Вы, наверное, очень сильно простыли. У вас был сильный жар». Девочка испугалась, что не может вас разбудить, и побежала на улицу. Там она сидела до вечера, потом обратилась ко мне за помощью. «Вы святая женщина. Далеко не каждый бросится на помощь чужому ребенку, и вы не отвели ее в полицию. Если бы я потерял еще и Настю, я бы просто не смог. Ну-ну, успокойтесь». Тамара принесла ему бульон и горячее молоко. «Вот, подкрепитесь, вам сразу станет легче». Мужчина был еще очень слаб, он медленно ел и внимательно смотрел Тамаре в лицо. «Как вы похожи! Вот так похожи на моего ангела, мою Ангелину, мою жену. Ее не стало 3 месяца назад. Я думал, что не переживу, но у меня Настенька». «Как вас зовут?» – неожиданно спросила Тамара. «Анатолий». «А меня Тома, Тамара». Девушка рассмеялась. «Какая неожиданная встреча! Может быть, и правда меня послала сюда Ангелина, чтобы я помогла ее семье?» «Да», – с жаром подхватил Анатолий. «Я точно знаю, что мой ангел прислал мне другого ангела, чтобы мы не страдали больше». Тут из спальни выскочила Настя. «Мамочка, ты пришла!» Она бросилась на шею Тамаре. «Я знала, я верила, что ты вернешься». Тамара хотела возразить. «Настенька, милая, я вовсе не...» И она наткнулась на умоляющий взгляд Анатолия. «Да, моя хорошая, я вернулась и больше никуда не уйду, всегда буду с тобой». В этот миг Тамара поняла, что настоящая любовь существует, и рано или поздно судьба даст шанс встретить ее. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.